Есть ли какая-то тайна, которую руководство тщательно скрывает от глаз всего мира? И почему музыкант такого калибра, как Крис Мартин, чувствует, что что-то не так в истории, принятой публикой? Узнайте леденящую душу правду о шокирующем признании фронтмена Coldplay о запретных отношениях Чингука и Тэхёна за кулисами блестящей, но холодной к поп-индустрии. Прежде чем мы углубимся в это эксклюзивное расследование, поддержите нас, поставив лайк, подписавшись и поделившись своими мыслями в комментариях. Верите ли вы, что существуют могущественные силы, стремящиеся ограничить эмоциональные связи между большими звездами, или это просто часть очень жесткого профессионального контракта? Ваше участие очень важно для того, чтобы мы могли продолжать раскрывать скрытые факты, стоящие за мировой музыкальной индустрией. Мир знает их как мировые иконы, 7 молодых людей, которые меняют музыкальную карту мира. Но за блеском ослепительных сценических огней и криками миллионов фанатов скрываются слои эмоций, редко запечатлеваемые объективами камер. Главный вопрос, который сейчас висит в воздухе, что произойдет, если легенда западной музыки, известная своей откровенностью, случайно проникнет в тщательно охраняемую частную комнату. Представьте себе тихий день в звукозаписывающей студии в Малибу, где зарождалась историческая коллаборация MY Universe. Там Крис Мартин, харизматичный лидер легендарной группы Coldplay, оказался в центре неожиданной для него реальности. С самого начала эта коллаборация рассматривалась как культурный мост. Но для Криса она превратилась в глубокий урок о цене славы и невидимых, но очень реальных ограничениях. Этот шок вызван не конфликтом, а глубоким чувством удивления, которое исходит из глаз Криса Мартина, когда он наблюдал за взаимодействием двух самых молодых участников BTS, Чингука и Тэхёна. В то время в СМИ часто подчеркивалась жесткая профессиональная этика. Но Крис увидел нечто гораздо более органичное, чистое и, возможно, более вредное для индустриальных структур, которые так сильно контролировали образ артиста. Почему эти теплые и поддерживающие отношения должны быть окутаны смутной аурой тревоги со стороны сопровождающего их персонала? Небольшие подсказки начали появляться, когда Крис попытался пригласить их к более непринужденному обсуждению вне подготовленного сценария, где он понял, что существует невидимая, но очень четкая граница. Вы когда-нибудь представляли, каково это – быть одним из самых влиятельных людей в музыкальной индустрии, но при этом чувствовать себя бессильным просто проявлять близость к своим ближайшим друзьям, не сталкиваясь с многоуровневой цензурой? Крис Мартин в очень личном разговоре, который в итоге просочился в сеть, выразил глубокое недоверие, когда услышал, что близость Чингука и Тэхёна подвергалась пристальному вниманию, даже была запрещена к публичному показу. Для него это была болезненная аномалия. Крис, выросший в западной музыкальной культуре, которая высоко ценит самовыражение, считает, что подавление подлинной эмоциональной связи между двумя людьми – это действие, которое не только контрпродуктивно для творчества, но и наносит вред самой сути человечества. Напряжение в студии Малибу на самом деле возникло не из-за творческого процесса создания песни, а из-за атмосферы такой глубокой заботы. Крис Мартин отметил, что всякий раз, когда Чингук и Тэхён, казалось, были погружены в свой разговор или искренне смеялись, со стороны руководства всегда появлялись обеспокоенные взгляды, словно нарушался какой-то протокол. Может быть, они боялись, что их близость будет неправильно истолкована публикой? Или же они больше боялись, что их отношения выйдут из-под контроля компании? Эти риторические вопросы начинают преследовать Криса, заставляя его задуматься о внутренних механизмах, управляющих жизнью этих айдолов за кулисами. Он видит, что за великолепием хореографии и идеальной вокальной гармонизацией скрываются души, которые пытаются сохранить свою подлинность под давлением индустрии, требующей безупречного совершенства. Эмоциональный подтекст этой новости усиливается, когда мы видим, как Чингук и Тэхён реагируют на присутствие Криса Мартина. Для них Крис – не просто соавтор, а символ свободы самовыражения. В тех немногих моментах, запечатленных на камеру за кулисами, очевидно, как сильно Чингук восхищается тем, как Крис себя ведет. А Тэхён, кажется, находит утешение в более глубоких разговорах о его философии жизни и музыке. Однако всякий раз, когда момент становится слишком личным, всегда происходит тонкое прерывание, которое возвращает их на предопределенный путь.
Крис Мартин понял, что здесь что-то подавляется, необычайно сильная энергия, вынужденная оставаться в аккуратной маленькой коробочке. Он не верит, что в современную эпоху, подобную нынешней, это возможно. Все еще есть место для запрета чего-то столь прекрасного, как эмоциональная поддержка между людьми. Это недоверие к Крису Мартину не лишено оснований. За свою карьеру он видел тысячи музыкантов, но редко встречал такую крепкую связь, как между Чингуком и Тэхёном. Он назвал это редким духовным резонансом, чем-то, что нужно лелеять и ценить, а не скрывать, как будто это позор или угроза стабильности глобального бренда. Глубокий шок наступил, когда во время перерыва Крис услышал, как один из сотрудников косвенно предупредил об определенных ограничениях во взаимодействии, необходимых для поддержания групповой динамики перед камерой. Крис, обычно с дружелюбным, улыбающимся лицом, внезапно посерьезнел. Казалось, он увидел настоящую несправедливость своими глазами, но понял, что он всего лишь гость в чужом доме. Эта история накаляется еще больше, если учесть контекст высококонкурентной индустрии развлечений Южной Кореи, где каждый жест, каждое слово и даже каждый взгляд имеют значение в рамках маркетинговой стратегии. Возможно ли, что запреты или ограничения на отношения Чингука и Тэхёна являются результатом холодных деловых расчетов, где человеческие эмоции считаются слишком рискованным фактором? Крис Мартин, кажется, чувствует этот страх со стороны менеджмента, что неконтролируемое развитие событий разрушит образ айдола, который может быть у каждого. Однако для Криса именно эта настоящая связь делает музыку BTS такой сильной душой, и попытка ее устранить – это фатальная ошибка, которая может разрушить фундамент, который они сами заложили. Во время записи произошел небольшой, но значимый инцидент, который до сих пор не дает Крису покоя. В тот момент Тэхён пытался дать указания или просто подбодрить Чингука, находившегося в студии звукозаписи. Между ними царила очень чистая творческая интимность. Однако атмосфера в аппаратной внезапно стала очень напряженной. Крис почувствовал ненужное беспокойство со стороны окружающих, как будто они боялись, что момент станет слишком реальным для внешнего мира. Именно это побудило Криса Мартина в конце концов сделать очень смелое заявление, что он не верит, что кто-то настолько бессердечен или глуп, чтобы пытаться запретить или ограничить такие искренние отношения. Скрытые намеки, оставленные Крисом в различных интервью после сотрудничества, часто воспринимаются СМИ как последний вздох. Но для внимательных людей его слова полны скрытого смысла. Он часто упоминает, как многому научился о жертвенности у BTS, но его тон говорит о том, что он не совсем согласен с жертвенностью, когда речь идет о личном счастье и праве любить и быть любимым как лучший друг. Он видит в Чингуке очень талантливого человека, но несущего на своих плечах очень тяжелое бремя, в то время как Тэхён воспринимается как артистичная душа, которая часто чувствует себя в ловушке необоснованных ожиданий. Неужели эта индустрия настолько жестока, что чувствует необходимость регулировать чувства своих артистов? Если Крис Мартин, десятилетиями работающий в музыкальной индустрии, испытывает шок и недоверие, то мы должны задаться вопросом, сколько еще секретов скрыто под поверхностью. Сюжеты, которые мы видим на экране, часто являются лишь верхушкой айсберга гораздо более сложной и порой болезненной реальности. Крис Мартин видит не просто двух мировых звезд. Он видит двух молодых людей, изо всех сил пытающихся оставаться самими собой под пристальным взглядом системы, которая никогда не спит. Это напряжение продолжает нарастать со временем, поскольку начинают всплывать свидетельства из прошлого. Старые сообщения о разделении комнат в общежитии, расстановке мест для сидения и интервью, а также монтаже видеоконтента, намеренно разделявшего моменты их близости, снова стали ассоциироваться с признанием Криса Мартина. Это уже не просто преувеличенная фанатская теория, а наблюдение третьего лица, обладающего высокой репутацией в мире музыки. Крис Мартин выступает в роли молчаливого свидетеля, который, кажется, хочет сказать миру, что то, что вы видели до сих пор, это лишь малая часть правды, намеренно отфильтрованной для публичного потребления. Неизбежный эмоциональный поворот наступает, когда мы понимаем, насколько сильными должны быть Чингук и Тэхён, чтобы выжить в таких условиях. Им нужно оставаться профессионалами, продолжать улыбаться и по-прежнему показывать лучшие результаты. За кулисами же им, возможно, придется столкнуться с выговором просто за слишком близкое общение друг с другом.
Крис Мартин со всей своей скромностью пытался поддержать их, предоставив в студии пространство, где они могли на время почувствовать себя свободными от таких удушающих правил. Однако он знал, что как только они покинут Малибу, то снова окажутся в золотой клетке, которая была для них приготовлена. Еще одним глубоким потрясением стало то, что стало известно о попытке помешать Крису Мартину рассказать СМИ об этой внутренней динамике. Однако Криса не так-то легко заставить замолчать. Он тщательно подбирал слова, но оставался острым на язык. Он хочет, чтобы мир знал, что отношения Чингука и Тэхёна священны в мире, полном лжи. Недоверие Криса стало символом столкновения двух миров – свободного и экспрессивного мира музыки и строго контролируемого и механизированного мира индустрии. В этом заключается кульминация первой главы, в которой мы начинаем понимать, что настоящий конфликт происходит не между артистами, а между человеческой психикой и промышленной машиной, которая хочет превратить их в простые товары. Каждое слово, которое Крис Мартин говорит о своем восхищении BTS, теперь звучит по-другому. В нем чувствуется глубокая озабоченность, особенно когда он говорит о давлении, с которым они сталкиваются. Он видит глаза Чингука, которые иногда выглядят усталыми, но все еще сияют, когда он смотрит на Тэхёна. И он видит, как Тэхён всегда пытается найти Чингука в толпе, чтобы убедиться, что с его лучшим другом все в порядке. Это язык тела, которому нельзя научиться ни у одного преподавателя актерского мастерства. Это чистый инстинкт. И тот факт, что этот инстинкт когда-то пытались запретить или ограничить, для Криса Мартина выходит за рамки даже самой элементарной человеческой логики. Как индустрия, продающая любовь и счастье миллионам, может ограничивать себя собственной средой? Самая большая ирония заключается в том, что Крис Мартин оказался в самом центре блеска Малибу. Он привозит домой воспоминания, содержащие не только мелодию прекрасной песни, но и тайну о силе отношений, способных выдержать даже самое сильное давление. Это расследование только начинается. И то, что произойдет дальше, вероятно, изменит наше восприятие каждой улыбки и объятия на сцене, потому что за ними скрывается гораздо большая борьба, чем мы когда-либо могли себе представить. Тишина, последовавшая после записи в Малибу, была необычной тишиной. Это была тишина, наполненная невысказанным, эмоциональный вакуум, который заставил такого опытного музыканта, как Крис Мартин, задуматься о структуре этого глобального явления. Почему счастье и естественная близость между двумя людьми, Чингуком и Тэхёном, считаются переменными, которые необходимо контролировать с военной точностью? Этот вопрос – не просто любопытство коллеги, а глубокое беспокойство по поводу системы, которая, кажется, ценит имидж больше, чем эмоциональную целостность человека, запечатленного на нем. Наше расследование углубляется в темные закоулки промышленного менеджмента, где так называемый протокол расставания якобы перестал быть просто слухом среди фанатов и превратился в хорошо спланированную и хладнокровную бизнес-стратегию. Бывший сотрудник оперативного отдела, работавший под руководством крупного поп-менеджмента, попросивший сохранить его личность в тайне под псевдонимом Минхо, рассказал о неписанном правиле, регулирующем взаимодействие перед камерой участников с высокой популярностью и сильной химией. Минхо вспоминает, как всякий раз, когда Чингук и Тэхён кажутся слишком несовместимыми или проявляют привязанность, выходящую за рамки стандартной дружбы айдолов, в диспетчерской немедленно срабатывает сигнализация. Это приводит нас к суровой реальности. Каждый ли смех, который мы видим, проходит строгий отбор? Крис Мартин, честно наблюдая за происходящим, понял, что напряжение, которое он чувствовал в студии в Малибу, было проявлением страха руководства потерять контроль над создаваемым ими фансервисным сюжетом. Вы когда-нибудь задумывались, почему во многих официальных материалах интимные моменты или глубокие разговоры между Чингуком и Тэхёном часто резко обрываются или перенаправляются на других участников? Эти скрытые подсказки становятся еще более очевидными, когда мы видим, как начинает выстраиваться сюжет World Tour 2026. Шокирующая новость об отсутствии Тэхёна в первых черновиках его промоушена после завершения мирового турне стала бомбой замедленного действия. Почему руководство, кажется, пытается минимизировать присутствие одного из своих главных активов на стороне Чингука? Крис Мартин, услышавший эти слухи, по сообщениям, был опустошен. Для него разделение двух взаимодополняющих творческих сил было актом саботажа самого искусства.
Вера Криса в честность корейской музыкальной индустрии начинает ослабевать, когда он понимает, что существуют слои бюрократии, специально созданные для того, чтобы держать на расстоянии двух людей, которые просто хотят поддержать друг друга. Это эмоциональное напряжение достигло пика, когда появились сообщения об инциденте в гримерной во время международного промоушена. Наши источники упомянули, что был момент, когда Чингука и Тэхёна прямо попросили не сидеть рядом во время прямого эфира. Это указание прозвучало через наушник менеджера, находившегося на месте событий. Представьте себе психологическое давление, которое они испытывают. С одной стороны, они – соратники, которые вместе уже более 10 лет. Но с другой стороны, к ним относятся как к двум магнитным полюсам, которые нужно отодвинуть, чтобы сохранить равновесие. Рынок. Крис Мартин заметил следы этого давления в их глазах, вспышку грусти, которую пытались замаскировать идеальной профессиональной улыбкой. Разве не ирония, что группа, провозглашающая лозунг «Люби себя», вместо этого сталкивается с ограничениями на выражение любви и поддержки среди своих собственных членов? Глубокое удивление вызвал анализ экспертов отрасли в Соединенных Штатах, которые начали внимательно изучать это явление с социологической и экономической точки зрения.